Мина-ловушка разгрузочного принципа действия МЛ-8. Данная мина широко распространена. С ней ставятся как противотанковые мины, так и противопехотные мины. В войсках она заслужила, в принципе, уважение, потому что работать с этой миной просто. Есть предохранение от дурака, так называемое, то есть, или от ошибки сапера. Простая в обращении, окончательно снаряженная, то есть в принципе очень хорошая, только единственный у нее минус — это вес, то есть весит она там прилично, то есть порядка 350 грамм, что для дополнительного изделия, как там мина-ловушки, то есть многовато бы, хотелось бы поменьше, но зато достаточно большой заряд взрывчатого вещества, что по мощности является как почти полноценная граната, то есть тут 80 грамм ПВВ. Итак, рассмотрим конструктив данной мины. Вот тут уже все понятно. Вот датчик цели металлический, вот он подпружиненный настолько. И вот мы сразу видно, что когда он разгруженный и когда он разгруженный. И какое усилие срабатывания. То есть усилие срабатывания небольшое, то есть порядка там 250 грамм. Мина окончательно снаряжена. Чтобы привести ее в боевое положение, ничего не надо промежуточный детонатор оставлять. Все в ней находится. Механизм дальнего возведения тут используется пиротехнический, поэтому он более надежен, не зависит от погодных условий, и неважно в какие погодные условия, он взводится за 2-2,5 минуты. Чтобы привести эту мину в боевое положение, необходимо подготовить место, установить ее, установить на нее какой-либо заряд, либо мину, там выкручивается колпачок, тут нитка находится. Вытягиваем нитку на всю длину, маскируем это все, при необходимости выдергиваем. Все, мина становится на боевой взвод. Масса взрывчатого вещества, используемая в ней, 80 грамм. Что в ней интересного есть в этой мини-ловушке? Какая защита от дурака? Помимо того, что привести ее в боевое действие достаточно очень просто, то есть открутили колпачок и выдернули капроновую нить, то еще тут такая интересная особенность в отличие от МЛ-7. Если данная мина неправильно установлена, вы неправильно не разместили какой-либо предмет на ней, то есть датчик цели разгружен при установке, мина не взорвется. Она самонейтрализуется. Взрыва никакого не произойдет, просто эта мина не будет работать как мина-ловушка, а будет просто как такой заряд взрывчатого вещества, установленный под миной. То есть свои функции она выполнять не будет, но и ошибка к подрыву не приведет. И это минное поле не демаскируется, потому что если солдат случайно совершил ошибку с МЛ-7 или МС-3 при установке противотанкового минного поля и не так поставил, то при окончании работы механизма дальнего возведения у МС-3 и МЛ-7 происходит подрыв, соответственно большая воронка, и уже минное поле демаскировано. А если его надо сделать было, чтобы противник не знал в каком-то месте, это минус. Но с МЛ-8 такого нет. Если совершили ошибку, то просто будет как дополнительный заряд взрывчатого вещества, вполне такой неплохой, бонус 80 грамм. Поэтому данная мина является одной из самых лучших мин-ловушек, которые используются в российской армии.